Война. День 198. Ситуация на фронтах. Россияне начали жаловаться, что Украина, готовясь к войне, предполагала лишь оборонительную тактику, и Россия, соответственно, разрабатывала лишь тактику нападения. А теперь, когда Украина пошла в наступление, Россия оказалась к этому не готова. Тут забавно получается, что одним из поводов начала войны россияне называют, что если бы мы не напали, то Украина бы напала на нас. А тут, оказывается, Украина лишь к обороне готовилась. Неувязочка в пропаганде выходит. Восток. Продолжается украинское наступление в Харьковской области. После освобождения Балаклеи и Шевченкова украинские войска начали входить в Купянск, и случилось это еще позавчера. А сегодня уже в сети полно кадров, как солдаты фотографируются и заезжают в город верхом на броне. Разумеется, города так не берутся, и первые отряды, которые входили в город, делали это не так, и видео не снимали. Но данные кадры свидетельствуют о том, что фронт уже намного дальше. Изначально россияне думали закрепиться на левом берегу Оскола, но то, как они распоряжались своими подкреплениями, с колес бросая их в бой, без какого-либо слаживания или сосредоточения, не позволило им это сделать. Более того, таким образом они попросту растратили ресурсы, которые могли бы организовать линию обороны. Поэтому продвижение украинских войск продолжается. В критической ситуации оказались российские войска в Изюме. Основной маршрут на север, в сторону Купянска, был перерезан еще 2 дня назад, и российское командование вчера приняло решение выводить войска, дабы те не попали в окружение, и разгром не был бы еще более сокрушительным. При этом вывод войск происходит налегке. Россияне позади себя бросают тяжелую технику и припасы. В свою очередь, российская пропаганда пытается создать видимость контроля ситуации, показывая ролики переброски техники вертолетами. Но вряд ли парочка БМП окажут реальную помощь. Сегодня уже приходит сообщение, что Изюм оставлен, но кадров, подтверждающих, пока не было. Вероятнее всего, что в ближайшие дни мы получим подтверждение о полном освобождении территории вплоть до реки Оскол. Но и это еще не все с украинским наступлением на востоке, которое не ограничивается Харьковской областью. Украинский плацдарм на левом берегу Северского Донца также расширяется, и после освобождения Озерного и Старого Каравана ЗСУ направились на Лиман. Российские войска пытались удержать город и даже успели кинуть туда подкрепление, но те пробыли там недолго и поспешно отступили. Сегодня уже известно, что в Лиман зашли украинские войска, и не похоже, что на этом наступление остановится. Все украинское наступление сопровождается огромным количеством кадров уничтоженной, захваченной и покинутой российской техникой. И тут можно лишь посочувствовать ребятам из блога Oryx, которые это все будут считать. А завтра в диванной экспертизе мы с вами посмотрим, что они там насчитали. В районе Северска также идут бои, и похоже, что украинские войска тут тоже продвигаются, но не стремительно. В то же время россияне продолжают атаковать подступы Бахмута, но продвинуться у них не выходит. Идут бои в районе Донецка и на южном фланге, но о продвижениях ни одной из сторон не известно. Юг. Продолжается наступление украинских войск в Херсонской области. Есть сообщение о освобождении села Александровка на юге и что войска прошли дальше. Ни один из мостов через Днепр на данный момент не проездной, и россияне для снабжения используют паромные переправы в районе Херсона и Каховки, но и те подвергаются постоянным ударам. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, подпиской и колокольчиком.